Всем привет! Сегодня я познакомлю вас с чудесной девушкой, которая уже 16 лет прожила в Египте. Она преподает йогу и поет. Знакомьтесь, Любовь Медведева. Мы хотели сесть в неоживленном месте, но у нас не получилось. Вот так вот у нас. Можно зато рассматривать и сзади туристов. Да, Вот, да. класс! У нас целый поток. Ой, Как откуда будто они? бы мы на вокзале. Они просто идут из того отеля сюда. Ага. Вот, доброе утро, да. 15 лет, 16 лет будет 2008 года. Я приехала сюда работать. Не было никакой романтической истории, как у многих девочек. Нет, я приехала конкретно работать, была приглашена на контракт. Вот, приехала работать, и так и осталась. Потому что работа хорошая, легко оформлять визы, не так, как в других странах. Если ты заключаешь контракт работать, ты должен выезжать, потом снова оформлять рабочие визы. Здесь все намного проще проходило, и очень комфортное окружение, очень хорошее агентство, начальник нормальный, адекватный. Поэтому так и получилось. В общем-то, солнце, море тоже этому поспособствовало, чтобы здесь остаться. Вот так вот. Мы место для житья не выбираем, как бы для жилья не совсем, не у всех есть возможность выбрать. Все-таки мы живем там, где можем работать, где можем зарабатывать. Поэтому мое место жительства определила моя работа. Вот так. Хорошо, ты вот приехала, да, совершенно другая страна, другая культура. Вот что тебя напрягало? Я не совсем могу сказать, что приехала innocent, как говорится, virgin девочкой, потому что до этого я работала в Индии, 2 года жила. Поэтому я приехала уже немножко привыкшая к менталитету другому немного. Поэтому для меня не было шоком. Немножко люди жестче здесь, чем в Индии были, но обман, например, какой-то, хитрость и, в общем, и к женщинам отношение мне уже было знакомо, поэтому меня ничего не напугало. Нет, ничего, нет, не напугало. Ко времени отношение ужасное. Я человек, который не может опаздывать, даже если он хочет. То есть я знаю, что человек опоздает 100% на полчаса. Я не могу. Я все равно приду вовремя. Шикарно. И меня это, конечно, это ничего, я для этого ничего не делаю. Там часики внутри меня. Поэтому вот это до сих пор выматывает. Выматывает. Но ничего. Другое нет, все комфортно. И знаете, здесь любую проблему можно решить улыбкой и шуткой. Египтяне очень любят шутить и улыбаться. Если вы увидите на улицах, они между собой очень много смеются, улыбаются. Это у них натурально. И если даже напряженная атмосфера, если вы найдете правильную шутку и вставите, скажете там «я Беша» и что-то пошутите, человек сразу растает. Да? Вот это прекрасная черта, которую, да, надо ценить. И между начальством и подчиненными, внутри коллектива это очень даже работает. Если, например, это уже утрачено, наверное, где-то больше в Европе, потому что работа есть работа, начальник есть начальник, подчиненный есть подчиненный. То здесь нет, то здесь все равно человеческий фактор, он пока еще на первом месте, чем какие-то правила рабочие. Вот, все, ничего плохого про Египет сказать не могу. Ну, отлично. В современном мире мы имеем все для того, чтобы реализовать себя и быть счастливыми. Но иногда в нашу жизнь попадают деструктивные люди и разрушают ее. И, к сожалению, многие в деструктивном партнерстве живут годами. Татьяна – семейный психолог с 10-летним опытом. Помимо семейного консультирования, она поможет вам решить проблему деструктивных отношений и восстановиться после токсичных взаимодействий с нарциссом и психопатом, вернуть себе себя и построить здоровые отношения с новым партнером. Все координаты я оставлю под видео. И будьте счастливы! Ну да, они так очень так тепло друг к другу относятся, правда? Я не знаю, тут от любви до ненависти может секунда пробежать. Секунда. Просто относятся. С теплом я бы не сказала, но просто, да, просто. Без какой-то налета там, не знаю, да, проще относятся, наверное. Поэтому так переключаться могут быстро. Да, а вот как относятся к тебе, как к такой красивой иностранке? Ты и, в общем, и тренер, и поешь. Идут навстречу? В этом смысле у меня, вы знаете, как бы
не ты знаешь, а вы знаете. Вот. Какой ты посыл несешь? Я уже замечала много раз, что девочки некоторые говорят, что на улицах им что-то кричат или пристают в такси или в автобусе. Вы знаете, вообще нет. Я не слежу за одеждой, как я одеваюсь. Я не одеваюсь закрыто. Я могу идти в шортах на работу, ну, на йогу или что-то. Никогда мне никто ничего не сказал, ни пс, ни никаких этих. Какой ты посыл несешь? Я иду, у меня, как говорится, у нас лицо кирпичом, я иду и чешет, забивает сваи, чешет на работу. Вот. И на работе я соблюдаю, я стараюсь хорошо работать, и поэтому мне не приходится прибегать к каким-то женским ужимкам и прыжкам, улыбкам. Но я думаю, что это бонус, да, все равно. Человек, который улыбается, ему невозможно не улыбаться в ответ. Неважно, как ты выглядишь. Улыбка разрядить может любую эту обстановку и растопить все, что угодно. Вот. Поэтому надо просто не истерить. Они очень не любят истеричек. Не любят? Они, у них этого много, они привыкли в арабских женщинах это видеть, потому что арабские женщины могут закатывать театр одного актера, они могут громко говорить на повышенных тонах, но от иностранок они этого не приемлят. Нет, это их очень раздражает. Раздражает, да? Угу. Спокойствие, конечно, оно возбуждает больше, чем мне кажется так. Ну да, да, согласна с тобой. Согласна. Так. Расскажи про кофе. Да, про кофе. Смотрите, меня же зовут Люба, а тут написано Лопа. Как вы думаете, почему? Знатоки, дорогие знатоки, кто ответит на этот вопрос? Причем я ему сказала, да, любовь. Это приглашаем вас в кафе. Да, я ему потому сказала. Что у них в алфавите не существует буквы «Б». Да? У них только «П». У них нет в алфавите буквы «Б». Поэтому наоборот, так. У них нету буквы «П». И потому что, когда они слушают Люба, они, наверное, думают, что они напишут правильно «П», как показать, что они умеют говорить. А так у них не пицца, у них бица, у них чибсы, у них не принц, а бринс. Да. А ты не замечала? Нет. Бица, джибзы. Да ты что? Да. Вот это да. Угу. Сразу только живу, вот только что мастер-класс получила. А бринс? Бринс? Они же друг друга все называют принц. Это тоже, знаете, дорогого стоит. Принц, принцесса. Так что много и обращения. К любому человеку ты можешь обратиться «я Бейша». Это никого не раздражит. То есть не «эй», не «а я Бейша». В общем, если вы сюда едете, только выучите немного культурных слов, как попросить, как остановить машину. Этого будет достаточно. Не «эй, стоп», нет. Например, там скажете «бадезнак», «легамбаген». Все, это очень вам поможет. Вот. Если не будете разводить понебратство, то люди к вам тоже будут более бояться вас обмануть. Даже так. То есть держать на расстоянии лучше, Держать да? на расстоянии. Почему отели, где, например, немецких отелях, там нету такого. Там все время очень хорошее качество сервиса. Потому что они держат их на расстоянии и в испуге, что они нажалуются. А в наших отелях, мы же душа компании, друг мой, товарищ ты мой, любимый, и они перестают ценить тебя как человека, потому что чем ближе ты с ними сближаешься, тем наглее они начинают себя вести. Лучше так, немножечко, как котики. Да. Я об этом где-то уже слышала, действительно. Вот, да, на расстоянии. На дружеском, культурном расстоянии с улыбкой и с уважением к ним относиться, и они начнут тоже в ответ. То есть кто говорит, что египтяне наглые, нахальные и ужасно там оскорбительные, надо немножко посмотреть на себя то же самое. То же самое, что вы слышите по дороге, вам кричат какие-то неприятные слова, подумайте, кто их научил этому до этого. Да. Так что, откуда растут ножки? Хлебну? Хлебни, аккуратненько, да, мы. Ой, доброе утро, мы сегодня в прекрасном месте. Вы знаете, любое место меняется во-первых, сезоном. Ну, у нас сезонов нет, у нас один всегда сезон солнца. Ну, например, утро, день или вечер. Вот я днем, и считанные дни могу посчитать, когда я здесь была. Спасибо тебе, что меня сюда привела, на Мамшу. Ну, интересно же, да? Конечно, да. И у нас сегодня погода шикарная, как у нас лето наше. Да. Так что вот, да. Я теперь буду коллекционировать места красивые, где можно выпить кофе. Вот, очень хорошая коллекция. Правда? И очень нужная. Ты можешь ее расписать всем. Сейчас это стала культура, пошла в народ. Раньше здесь до смешного, казалось бы, кофе – это утренний напиток. Но так как египтяне поздно встают,
ты в 8 утра ты не можешь найти, где ты можешь выпить кофе. Сейчас появились места, вот студия, кофе-студия, да, появилась у нас, что в Брэди ты можешь выпить всегда кофе. Но здесь, видимо, для туристов, наверное, так. Рано. А раньше вообще в 2 часа дня там они только открывали двери в замке амбарные, поэтому сейчас да. Это очень нужная информация, кстати. Но Хургада улучшается же. Вот ты как чувствуешь? Ты больше живешь. Боже мой, конечно, улучшается. С каждым годом все лучше и лучше. То, что приехала я 15 лет назад, ну, извините. Извините за нескромность, мы не могли купить трусы и колготки. Да. Не было такого. 15 лет назад было Трусы сложно. только, конечно, бабушкины до колен. Египетские, да? Да. Ой, как весело. Слушай. Ну, а то, что капроновые чулки и колготки, вы что? Это шик-модерн, Да? которых мы их не нашли, мы все возили из России, да. Так что нет, сейчас все прекрасно. Так Но. что, и думаю, что будет лучше и лучше. Правда? Иншалла, как они говорят, как Да, Бог даст. да. Вон, смотри, там где-то там ремонт идет, там какой-то вот Да, мини-парк делают. Но то, что вечная стройка, вот это напрягает, конечно, что постоянно что-то строится Мгм. и не достраивается. И везде это. Потому что как только они достроят дом, они должны начинать платить налоги. Поэтому все домостроители оставляют что-то недостроенным, чтобы как можно дольше оттянуть неплатеж налога. Поэтому вся Хургада выглядит, как будто бы это вечная стройка. Вот это, конечно, напрягает, вечный ремонт. Не, ну я же сюда ехала в отель и не вернулась. Ну так все сюда ехали и не вернулись. Да? Много людей, которые, я все время смеюсь, все, я уезжаю, все, надоело, я уезжаю. Мгм. И много вернулось. Но много не вернулось с двух волн. Вот была революция, если помните. После революции большая волна была, отток. Уехало Отток? много. Да, уехало много людей. И ковид тоже. И они не вернулись. Ну, кто-то вернулся, кто-то нет. Да. Это так людей оттолкнуло сильно, да? Ну, революция напугала людей. Тут же Напугала, были, да? да, естественно, и были рейсы бесплатные, много А людей тут так улетело страшно бесплатно. было? Нет, не страшно. Вообще не А страшно. почему напугало? Ну, ожидание, как напугало. Вот идет война, идет стрельба там какая-то. Конечно, всех пугает. Всех пугает, и что мы тут говорим. Тут все происходит и на данный момент везде. Ну да, Вот, да. поэтому да. всех пугает, да. Но отели не работали, очень было пусто. Мы, если честно, проводили прекрасное время. Мы ходили на все занятия, которые вообще угодно. Пилатесы, йоги, танцы, хип-хопы, чтобы себя развлечь. Один отель работал, я работала в Эльбуне. И когда в Эльбуну заезжаешь, стоял танк, он отъезжал, машина заезжала, потом также, да, выезжала. Вот это да. Мгм. А вот скажи такой момент. За 15 лет, общаясь с большим количеством людей, Мгм. много ли ты здесь видела там наших счастливых женщин? Конечно. У Которые меня, замужем за египтянами? естественно. Да? Я сама замужем, и у меня подруги близкие, да, дети, все дела, все прекрасные мужья, много детей, у некоторых по трое детей, вот. It's me. О! Yes, how are you? Давай. There is an interview. You can say bye, hello. Yes, you can say hey. Hi. Oh, how you doing? Nice to see you. Bye I'll bye. contact you later. Oh yeah, sure, yeah. See you. Bye bye. Nice day. Ой, Любочка известная, все подходят, здондороваются, так приятно. Но когда работаешь, да, в отелях, такое случается. Это Мой шеф-аниматор, звездочка. да, шеф-аниматор Альда Штайгенбергер. Мгм. Так что по работе знаешь многих людей, это хорошо. Так, про счастливых женщин. Конечно, да. они существуют. И я могу сказать, что они воспитывают прекрасных детей, во-первых. И я считаю, что египтяне должны быть очень благодарны нашим женщинам, которые вышли за них замуж и создают совершенно новых людей. То есть это вот и египтянин, а он прекрасно говорит по-арабски. Дети обычно говорят на 3, на 4 языках. Культура прекрасная, вы знаете наших женщин. Танцевать, еще кружок по фото, и все голосовали, и все кружки, все что угодно люди развивают, всех как могут. Более Все спокойные, наверное, вырастают дети. Нет, про спокойности я не могу сказать, потому что все-таки египетская кровь хайперство добавляет. Все-таки Мгм. кровь никуда не денешь. Мгм. Но все поступают в хорошие вузы, Мгм. я имею в виду и по заграницам в том числе. Вот у подруги в Чехии сын учится, у другой подруги 2 поступили в Лондон.
В Россию кто-то едет поступать, здесь поступают, в Каире, там есть американские университеты, разные университеты. Я считаю, что супер. Нет, эти люди есть, эти ячейки общества существуют, и они очень successful, очень хорошие. Так что, да. И, ну, я не говорю, наверное, у тебя уже было много историй всяких страшных, поэтому мы об этом не будем говорить, которых я не очень хорошо знаю, которые все обсуждаются на Да? Фейсбуке. То есть ты знаешь больше положительных? Я, да, потому что мое окружение. Слушай, а ты вот можешь намекнуть своему окружению, что вот у Виктории есть коллекция счастливых семей, Ага. и если кто-то бы хотел... Хорошо, я намекну, да. Намекни. Да, обязательно. Хорошо. Вот. Да. Я имею в виду, которые люди здесь живут долго, зарабатывают и очень неплохо существуют. Без драм, так скажем. Здесь же привыкли, что драмы все время. Без драм, любовные. Да. Нет, нормально люди живут. Да, да, без драм. Вот попей кофе, попей. Сейчас мужчина выйдет на велосипеде, у него колонка, он со своей музыкой будет сейчас кататься. Сейчас покажем. Вау. Сейчас подождем. Да, он еще не выезжает, да. Класс. Класс. А, он переживал, что он не влезет, да? А что же он не влезет-то? Влезет он, конечно. Мужчина, влезайте. Супер! Do you want to be famous? Maybe. Yeah. I'm blogger, it's a singer, famous. Wait. О, you can... Подожди. Have a seat, please. Вы на русском говорите, да? Чуть-чуть. О, ну Where you шикарно. come from? Шикарно. Ливан. Ливан. Okay, nice. В Америка тоже. Okay. А, какой интересный мужчина. Ну давай. Будь. О, Ага. о. You will get a video. Привет. Which your name? Тарек. Tarek. Tarek, nice. It's Люба, Любовь, singer. Nice to meet you. Singer. Singer, famous. Seriously? Yes, in Hurghada. No. Why, She's why not joking. here? Yeah, she was Sometimes, here. time to time. Time to time. Do you know who this is? Barbara Streisand. Мы долго беседовали с мистером Тареком, он нам рассказал, чем он занимался, где он жил. Ну а сейчас он на пенсии и отдыхает. Finito la commedia. Так, сейчас кратко тезис. Но зачем мы здесь собрались? Как я сюда попала вообще? Во-первых, почему я приехала? Я работала певицей и была приглашена сюда работать. Вот, что и продолжаю делать по сей день. Вот, в отелях нашего прекрасного города Хургады. Ну, а так как человек активно не может заниматься только одним, конечно, у людей появляется хобби. Это очевидно, у всех есть. Если вы тоже задумываетесь, то у вас, конечно, есть какое-то хобби, которое может потом перерасти в какую-то другую занятость. Не только в хобби, а уже в какую-то небольшую работу. Так это получилось с йогой, моей любимой. Yes, sure, definitely. She will send it to you tomorrow, right? We'll talk. Yes. Yeah. So nice to see you, by the way. Have a lovely day. Bye. Пока. Okay, that was Mr. Tarek. Между прочим, он акушер, работал в Америке, сейчас на пенсии. Вот. Так что попадет в рай. Много детишек родил на этот свет. Да. Интересный человек. Сам ливанец, жил в Америке. 3 паспорта у него, ливанский, американский и ирландский. В общем, не знает, в Россию хочет приехать, но говорит, что с американским паспортом вряд ли выпустят. Ну, не знаю, будет ли пробовать, не знаю. Можете, Вот реклама мистеру Тареку, вот да? и реклама мистеру Тареку. Немножко про Любочка, йогу. передай привет нашему мистеру Ашрафу. Мистеру Ашрафу, нашему любимому, который нас с Познакомил? Викторией познакомил, да. Есть такой тоже замечательный человек, живет в Хургаде. Человек, который 40 лет прожил в Норвегии, но решил, все хотят вернуться на родину, когда уже заработали денег, и когда не надо работать, и беззаботная жизнь, и все-таки свои, родина. Я вот не говорю 100%, что я не вернусь к старости домой, поэтому, хотя таких предпосылок пока нет, но все-таки, как показывает история, многие приезжают обратно.
Вот, прекрасный человек, позитивный. Кстати, человек, которого я спросила: мистер Ашев, вы когда-нибудь, у вас есть депрессия? Он говорит: я даже не знаю, что это такое. У меня никогда в жизни не было депрессии. Почему у меня должна быть депрессия? Слушай, так интересно, это Да. склад ума, такой склад характера, Склад да? ума, да. Я говорю: вы смотрите фильмы, слушайте, он говорит: я читаю, я очень много читаю, я люблю читать, читаю все, что угодно. Да. Ну, естественно, политические какие-то, он экономист, экономические сводки, потом, не знаю, что он читает постоянно. Человек говорит на нескольких языках, прекрасно говорит по-русски и пишет, кстати, к тому же. Так, мистер Ашев, тебе Да, большой да, привет, дорогой да. мой любимый. Так как мы познакомились? Он ходит на йогу, ходит еще к тому же на йогу человек, и очень гибкий. Ленивый, правда, немного, но гибкий. Да, в основном приходит попить кофе и чуть-чуть позаниматься. Вот. Так что таким моим хобби стала эйр-йога. Я очень благодарна Юлии Батуриной, которая меня влюбила в йогу и в эйр-йогу в том числе. Хочу упомянуть еще школу эйр-йоги в Москве нашу. Наташа, тебе огромный привет. Вот, спасибо им большое. И у нас раньше было только в Голд-джиме эйр-йога. Сейчас у нас уже есть. Эльвира делает слинги, такие, знаете, как подвешен материал к потолку. Йога тоже у нас есть в Котосе. Потом у нас есть девочку, я не знаю. Это я вам рассказываю, что если когда вы приедете и захотите попробовать, вот куда бежать и где подвешиваться и висеть вниз головой. Очень полезно для позвоночника, безумно, потому что это свободное, как сказать, падение. У вас растягивается между позвонками. Вот. И, конечно, кровь приливает к мозгам, может, мы умнеем, не знаю, молодеем, опять же. Органы наши с возрастом опускаются, все это мы знаем, да? Так вот, когда мы висим вниз головой, они встают на место, тоже очень полезно. Это по поводу... Да, и в Голд-джиме вы можете меня найти, приходите, всегда буду рада. Вот, не знаю. Еще Любочку можно увидеть во время выступлений. Да, пение, но это все по отелям, но вдруг вы будете в каком-то отеле, где я работаю, тоже не стесняйтесь, подходите. Скажите привет от Виктории. Да. А если в открытом доступе, как говорится, то Эльгуна, есть у нас такой прекрасный маленький городок, который построил Сауэрос. Это не Египет вообще, это абсолютно европейская часть нашего тут бытия. Вот, там в баре Джобас вы меня можете увидеть. Вот так как-то, да. Я даже не ожидала, что так я буду много говорить. Даже устала. Что ты говоришь? Даже не ожидала, что так много буду говорить, даже устала. Да? Пей. Слушай, смотри, это откуда они идут? С пляжей каких-то? Откуда эти люди? Да. Там же и есть Magic Life. Ой, Aqua Magic через дорогу. А у них нет пляжа, они ходят на пляж Сюна. Я думаю, почему так много людей в купальниках? Да. Так что у тебя во время будет показ мод в купальниках. Да. Шикарный вид, кстати. Да, хорошо. Кстати, всем рекомендую заниматься спортом. Вот что я еще хотела сказать, и очень по-серьезному. Ой, да. Это очень полезно. Не говорим о красоте, не говорим о похудении, не говорим ни о чем. Мы говорим уже с возрастом о здоровье только. Вы, когда делаете какие-то упражнения, не думайте, как вы накачаете попу. Это тоже, конечно, немаловажно, чтобы выставить в Инстаграм. Но когда вы качаете попу, подумайте, что в старости вы просто проще встанете со стула или с дивана, если у вас будут активированы мышцы до сих пор в тонусе. Потому что со старостью у нас мышцы усыхают, к сожалению. Их постоянно надо тренировать. Как наш мозг надо тренировать. Это да. Кстати, спорт этому тоже сопутствует. Да. Ходите на коллективные занятия, зумбы, не знаю, пилатесы, степы. Когда вам говорят лево-право, у вас даже в этот момент мозг тренируется. Так что все, кто говорит, что спортсмены тупые люди, они не правы. Просто они сосредоточены на одной цели, возможно, но с течением спорта мозг тоже тренируется. Да. Вот смотри, к тебе какие люди ходят? Иностранцы больше или египтянки тоже? Так как я в Голд-джиме работаю, у меня 50 на 50. У меня египтянки, египетские женщины, и иностранцы, русские, и белорусы, и украинцы, и немцы, и из Венгрии. В общем, много. Но так как у меня ограниченное количество, мы не можем много гамаков повесить, поэтому у меня группа состоит из 8 людей, из 8 человек. Поэтому так. Да, египтянки очень. У меня, кстати, прекрасные мои девочки.
Египтянки Да, начали очень. заниматься фитнесом, спортом. Не, мои всегда занимались. Есть же разные люди, кому что интересно, как и у нас. Кто-то любит просто сидеть дома и смотреть телевизор, а кто-то активную позицию жизненную выбирает. Да, да. Мои все, кто ходит, активная жизненная позиция. Работа, работают все, дети. Также отвез детей в школу, в садик, прибежал на тренировку. Так что не думайте, что все только сидят, тут варят и ходят в голове. Конечно, это такое очень приземленное мнение. Естественно, большой процент здесь больше этих людей, как бы, то, что выбрал. А так нет, все активно живут тоже. Вы посмотрите на Каир сейчас, это бум, это просто какой-то фэшн-йога. Там столько много йога-студий. Все как выглядят прекрасно, столько много мастеров, приезжают, приглашают из-за границы, чтобы преподавали. То есть супер. И по отелям, если раньше йога это была анимационная работа, сейчас нет. Каждый отель имеет сертифицированного своего йога-тренера. У тебя не может, это уже не считается как растяжка или это ручка вправо, ручка влево. Это уже профессиональный подход на оздоровление. Ну и кто что ищет в йоге, кто ищет медитативную йогу, кто ищет более такую спортивно-тяжелую. В общем, для всех, йога для всех. Так, и хочу всем сказать спасибо за то, что меня послушали. Выберите для себя какую-то полезную информацию. И, конечно, когда приедете, буду рада вас видеть и вечером на моей вечерней работе, и на моей утренней работе на йоге. Всем пока, и Виктории спасибо. Хорошего дня. Ну что ж, на сегодня все. Координаты психолога Татьяны, специалиста по семейным отношениям, вы найдете под видео. Ну а я буду с вами прощаться. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч в Египте. Пока-пока.